Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер. Вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на октябрь 2023 года. Посмотрим и проанализируем с вами событийный ряд и сделаем акцент на тех вещах, которые необходимо вам запланировать, чтобы этот месяц прошел максимально продуктивно. Итак, приступаем. Смотрим, что же вам готовит октябрь. Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится десятка мечей. Завершение каких-либо процессов, окончание цикла. То есть для вас по десятке мечей это, не хотите вы что-то завершить, значит оно завершится само, без вашего участия. Это вот видите, как собака здесь утащила одежду. Поэтому да, для кого-то новый этап, новый цикл жизни. Посмотрим, в какой же нише. Если смотреть по пажу монет, итак, для кого-то завершится этап стажировки. Или завершится, возможно, какие-то курсы, повышение квалификации или получение знаний. У кого-то может завершиться вопрос опекунства, связанного с детьми, или получение опекунства над детьми. То есть, наконец-то вы сможете решить этот вопрос. Еще по этим картам. Это, в принципе, если вы сдавали экзамен, то сдаете вы здесь его неудачно, придется подтягивать обучение и пересдавать. Вы скажете, в чем же здесь будет позитив ситуации? По этим картам это в первую очередь обрести уверенность в себе. По пажу монет это как по-новому получить какой-то новый опыт. К примеру, сдаете вы на вождение, завалили. Да, с одной стороны расстроились, но с другой стороны подтянули практику, пересдали, и как следствие нет никаких проблем, и вы не несете угрозы и опасности ни себе, ни окружающим. Поэтому не всегда такие вещи, как отказ или пересдача, они являются негативными. Во многом они будут для вас в плюс. Смотрим вопросы работы, заработка и карьеры. И у вас здесь ложится аркан Дьявол. Дьявол, с одной стороны, это могут быть какие-то нетривиальные предложения от работодателей, может быть вопросы нелегальной подработки в рамках предприятия или ситуация, когда вы в принципе устраиваетесь на работу, где получаете заработную плату в конверте. В любом случае это какие-то вопросы искушения, желание получить больше, чем вы имеете на текущий момент. Потому что здесь мы видим это спиритический сеанс, то есть владеть информацией больше, нежели у вас есть на самом деле. Плюс по дьяволу это кем-то манипулировать, как в частности здесь мужчина манипулирует женщиной, которая является проводником духов. Смотрим, о чем говорит этот аркан для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Здесь по карте Маг это желание получить какую-то профессию, квалификацию, подтянуть свои навыки для того, чтобы ими воспользоваться и, конечно же, монетизировать. То есть вы будете зациклены, нацелены и на обучение, и на оттачивание практических моментов. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то семерка жезлов – это отстаивать свои права. В чем конкретно? То есть если вы проходите конкурс, на конкурсной основе вас куда-то набирают, то показать, чего вы достойны, какими навыками вы обладаете, потому что здесь фактически это выбарывать эту должность. И для кого-то карта влюбленные показывает, что действительно вам пойдет навстречу, вы сможете получить работу мечты. И если вы у нас являетесь наемным сотрудником, то карта сила, которая говорит, что вам нужно приложить немало усилий для того, чтобы вырасти по карьерной лестнице. Это первый нюанс, такие перспективы у вас будут. И опять же, сила – это ситуация, когда над вами кто-то будет давлеть. Могут ставить условия, ультиматумы для повышения по карьерной лестнице. То есть, видите, дьявол, вы находитесь в созависимой ситуации. И вам нужно понимать, идти вам на сделку с совестью или с работодателем, или оставаться на текущих позициях. Но если смотреть по этим арканам, видите, даже двойка жезлов, карта выбора у вас здесь ложится, быть или не быть. Вот в чем вопрос. Рыцарь монет – это все выверить, выждать, посмотреть, как будет развиваться ситуация, потому что вы понимаете, что бесплатно сыр только в мышеловке, и действительно вас могут потом загнать в какие-то неудобные рамки. Что ж, по карте звезда эти перспективы, они дадут вам действительно и шанс повышения, и заработка, но за любой успех приходится платить, вы это прекрасно понимаете.
Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным делом, то по девятке монет здесь все прекрасно. Бизнес, который развивается самодостаточно. Плюс по дьяволу вы можете дополнительно еще, может быть, для себя нанимать персонал, который будет курировать ваше дело, чтобы больше времени оставалось на себя любимых. Финансовая сторона вопроса. Аркан Жрец. Конечно же, сам по себе аркан у нас не показывает на вопросы дохода. Я могу сказать, что это доходы, которые вы получаете официально, традиционным путем, который заявлен. В принципе, это, знаете как, вот сколько поработали, столько получили. Плюс это какие-то официальные дотации, официальная поддержка, если, ну, скажем, того требует ваша ситуация. И это траты, связанные с вашим обучением или ваших детей. Но хватит ли вам ваших доходов на эти расходы? По королеве чаш однозначно да. Еще, как говорится, хватит закрыть и какие-то хотелки и другие потребности. Если смотреть ситуацию по состоянию здоровья, то вот здесь ложится пятерка монет. А вот она оставляет желать лучшего. Почему? Потому что пятерка монет – это быть на исходе ваших ресурсов. Вот как здесь он доготавливает последние две сосиски, так и у вас, знаете, как на последнем издыхании. Вот уже не хватает энергии, сил для того, чтобы работать, активничать. Вот, знаете, как переизбыток вашей энергии. Он куда-то делся. И, как следствие, на грани ресурсности. Давайте смотреть, о чем здесь идет речь. Пятерка чаш. Да, это может быть вопросы простудных заболеваний, респираторных заболеваний. Поэтому на повестке дня действительно идет такая ситуация, когда нужно будет заняться своим здоровьем, поднятием иммунитета и какими-то профилактическими нюансами. То, что вас позволит ощущать себя хорошо и быть в тонусе. Если смотреть вопросы личной жизни, ну, по королю монет. С одной стороны, это может быть акцент на взаимодействие с мужчиной земной стихии, Телец, Дева или Козерог. И неважно, вы свободны в треугольнике или в стабильных отношениях. Но и в целом это зацикленность и сконцентрировалась на стабильности союза и на материальном обогащении. Давайте смотреть, о чем будет говорить этот аркан для тех, кто у нас сейчас свободен. У вас по четверке монет ситуация останется неизменной. Объясню почему. Потому что те люди, которые будут в вашем окружении, которые, возможно, будут к вам проявляться, вы понимаете, что они для вас не являются ресурсными, не несут вам стабильности, что это больше так для флирта, для легкости, для развлечений, но здесь нет какого-то стабильного союза, который действительно вы могли бы реализовать. Поэтому и не тратите на это свое время и силы. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, здесь падает аркан справедливость. То есть тут вопрос будет стоять ребром. По принципу «я хочу стабильности». Из серии там «разводись», «выходи замуж» или «женись». Потому что здесь вот по справедливости хороша ложка к обеду. Это желание как урвать свое, свой кусок, свою какую-то возможность. И, конечно же, вы будете всецело на этом сконцентрированы. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, здесь все прекрасно. Карта влюбленный – это не вопрос выбора. Это желание единения, стабильности, укрепления союза и взаимоотношений. Поэтому у вас здесь так и будет. Плюс это какие-то совместные траты. Это общие финансовые интересы или большая общая крупная покупка. Ну, будь то вы там покупаете авто или, может быть, недвижимость или какой-то дорогостоящий отдых. Потому что совместные крупные финансовые вложения, которые вас и радуют, и сплочают. Если смотреть и анализировать рекомендация от карт, у вас здесь ложится паж мечей. Паж мечей – это докопаться до истины. Это в какой-то степени наказать обидчиков. Или, опять же, для себя прояснить, промониторить, что вы сделали не так. В частности, это будет касаться ситуаций, связанных с обучением, с пересдачей экзаменов, с ситуацией, если, допустим, вас в свое время отчислили из вуза, то как восстановиться в этом вузе, заново поступать. То есть осознать свои ошибки, их исправить и, конечно же, действовать по-новому. Если смотреть неожиданность периода, то у вас здесь ложится сад, луна и карта звезда. Туча – это ваши переживания и страхи. Сад, луна и звезда – это, знаете, как социальное признание, добиться признания в обществе, поддержки общества,
понимания, оценки ваших качеств, ваших талантов, вашего потенциала. Поэтому это, иными словами, вот как экзаменирование, да, вот вы сдаете какой-то экзамен, как следствие сдали его, вы довольны, признали ваши заслуги, ваши таланты, ваши способности. Так и здесь, это как получить какую-то оценку от социума, каких-то ваших талантов. И действительно вы успешно здесь сможете реализовать то, что задумали, даже если в свое время потерпели неудачу. Поэтому, мои хорошие рыбы, вот такой у вас период, вот такая информация. Безусловно, все это мы для вас закроем позитивными картами, чтобы информация шла только в плюс. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, созвучна ли с вами эта информация, как она вообще отыгрывается и какие перемены произошли у вас за этот период. Мне будет крайне интересно вас почитать. Благодарю за просмотр, за ваши лайки, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь к лучшему.